Задача звучит следующим образом. На сколько секунд быстрее пройдет расстояние 6000 метров снаряд со скоростью 500 метров в секунду, чем звук выстрела со скоростью 340 метров в секунду? Итак, имеем расстояние 6000 метров. Скорость снаряда, напишем ее V1, будет равно 500 метров в секунду. Скорость звука, пусть будет V2, равно 340 метров в секунду. Необходимо выяснить, насколько быстрее пройдет снаряд, чем звук выстрела. Обозначим это Т1, это будет время прохождения снаряда, это расстояние, и Т2 будет время прохождения расстоянием звука. И разницу между ними, дельта Т, выясним. Насколько снаряд пройдет быстрее, чем звук, или наоборот, насколько звук пройдет медленнее, чем снаряд. Поскольку S равно V умножить на T, отсюда мы узнаем время, которое необходимо для того, чтобы снаряд преодолел это расстояние. Т1 будет равно это время S, деленное на V1. Естественно, это же самое расстояние проходит и звук. Т2 равно S, деленное на V2. А дельта Т будет разница Т2 минус Т1. Потому что очевидно, что звук будет идти дольше. Посчитаем, сколько времени необходимо для того, чтобы снаряд пролетел. 6000 метров и делим на скорость 500 метров. Из этой дроби секунды пойдут наверх. У нас получится 6000 метров, что умножится на секунду и делить на 500 метров. Метры у нас сократятся. Эти два нуля можно сократить тоже. Пятерку. 6 у нас будет 12. То у нас расстояние 6000 метров. Снаряд пройдет за 12 секунд. Т2 равно точно так же. 6000 метров делим на 340 метров в секунду. Точно так же дробь получается. Секунды пошли наверх. 6000 метров на секунды и 340 метров. 300 метров может сократиться. Нули мы уберем. Можно сократить тоже еще на 2, например. Здесь будет 17, здесь будет 300. Итого получается 300 секунд, что делится на 17. Получаем 17,11 секунды. И дельта Т, понятно, будет равно Т2 минус Т1 равно 17,11 секунды. Отнять 12 секунд. Мы получаем 5,11 секунды. Звук выстрела опоздает на 5 секунд, еще 11,17 секунд. Я специально все эти процедуры, которые связаны с именными выражениями, обязательно записываю для того, чтобы мы ничего не потеряли. В случае чего, хоть получается более громоздкая запись, но тем не менее у нас все здесь остается. В процессе вычисления у нас ни одна величина не выпадает из нашего поля зрения.